Топливо. Его никогда не бывает много. Вначале его не хватает на печке, потом могут возникнуть трудности со шприцами, а под конец даже дом без него не зарейдить, ведь даже для создания взрывчатки оно нужно в больших количествах. Но как заполучить это самое топливо? Я вам покажу, как наладить производство бесконечного топлива в вашем доме. И абсолютно неважно, играешь ли ты один или в огромном клане, сегодняшняя информация даст огромный буст к познанию механик этой игры, которыми мало кто пользуется. Сначала я расскажу вам о способах добычи топлива. Далее покажу, как работает именно моя схема. Ну и заключительным этапом покажу, как все это построить и впоследствии расширить. Каждый новичок знает, что в начале вайпа для того, чтобы получить топливо, проще всего усмирить какого-нибудь кабанчика и уже из него сделать начальную печку, в которой ты будешь потом плавить металл и ставить железные двери с кодлоками. На медведя, конечно, лучше вначале не нападать, а то... Но согласитесь, добывать топливо с животных — это не совсем те масштабы, о которых я говорил в самом начале. И каждый из вас знает, что самый действенный метод заполучить ТНК — это бить такие красные бочки, с которых падает от 15 до 19 канистр с нефтью, которые, в свою очередь, можно переплавить в МПЗшке, где с каждой канистры ты получишь по 3 топлива. А значит, если мы будем смотреть на эти красные бочки с профессиональной точки зрения, то это уже по 50 топлива с каждой бочки. И уже на этом этапе можно построить свое выживание вокруг добычи этого самого топлива. Либо в необработанном виде, либо заниматься производством уже конечного продукта. В любом случае, оба этих ресурса пользуются огромным спросом на протяжении всего вайпа. Уверен, вы не раз замечали, что огромные кланы продают буквально за копейки нужные вам рецепты и оружие, и это именно ваши клиенты. Но даже фарм этих красных бочек — это не то, что нам нужно. С помощью этого ты сильно не разбогатеешь. Я же покажу вам способ, который не то что прибыльный по топливу, он может сломать всю экономику сервера. Зато точно что не сломается, так это комьюнити Point Blank. Ведь это многопользовательский шутер, которому в этом году исполняется 14 лет со дня релиза в России. Помимо очень динамичного игрового процесса, здесь огромное разнообразие режимов и карт, на которых вы можете поиграть с друзьями в свободное время. А если же вы киберспортсмен, то в Point Blank регулярно проходят турниры с призовыми фондами в виде реальных денег. Соревнования транслируются на официальном Twitch-канале, поэтому вы часто можете залетать не только ради зрелища, но и для перенятия опыта от других киберкотлет. Но побороться вам придется с такими же типами, которые обычно занимают первые места в Лиге Героев. Это своеобразный топ игроков, который показывает невероятный уровень скилла во всех режимах. Обязательно переходи по ссылке в описании, регистрируйся и скачивай игру. Как только ты это сделаешь, ты сможешь получить щедрый подарок, состоящий из 9 уникальных айтемов в лаунчере 4Game. Из них мне больше всего понравились кастета и маска ассасина. Они увеличивают урон и скорость атаки, что дает вам невероятное преимущество в игре. Время на получение подарка ограничено, поэтому быстрее заходи в описание и забирай свой подарок. Вот, знаете, что объединяет оба этих способа по добыче топлива, о которых я вам только что рассказывал? Когда вы добываете его таким путем, вас просто могут убить. Ведь красные бочки спавнятся только в PvP-зонах, да и животных в городе, как вы знаете, не очень много. Ну и плюсом ко всему, вряд ли у вас с самого начала появится НПЗшка, а значит, все это дело будет просто мертвым грузом лежать у вас в шкафу. Конечно, его можно и в аутпосте переплавить, но в начале вайпа там будет очередь, ведь это единственная нефтеперегонка в сейве, еще и домой потом добраться надо. Но мой способ, скажем так, более экзотический. Я вам предлагаю потратить всего лишь 10 тысяч камня и построить такую ферму по добыче рыбок, которая в час вам будет приносить по 500 топлива в чистом виде. И знаете, что самое главное? Если вам 500 чистого ТНК покажется мало, просто потратьте еще 10 тысяч камня, и ваше производство увеличится в 2 раза. Это модульная ферма, и таких модулей к ней можно пристраивать сколько угодно. Если вы надеялись, что я покажу домик именно с АФК-рыбалкой, то не парьтесь, его тоже покажу. А еще на Бусти у меня вышел уже 6-й приватный дом, которого нет на Ютубе, помимо всего остального, что я туда публикую. Со дня на день и 7-й приватный дом появится. Ссылка на Бусти будет в описании, сапка стоит всего 2 бакса, присоединяйся. Вся идея основана на ловушках, которые ставятся вдоль берега. Одна такая вам будет приносить в среднем по 50 топлива в час, и ее не нужно изучать по верстаку, ведь она изучена по дефолту. Все, что от вас требуется, это закидывать покушать нашим рыбкам. Однако имейте в виду, что они у нас весьма привередливые персонажи. Своих сородичей они напрочь отказываются кушать, и ловиться на ловушку с такой едой они точно не будут. В моей стартовой ферме таких ловушек 10 штук. В час потребление каждой ловушки 20 единиц еды. А значит, для того, чтобы ферма функционировала на всю мощность в течение часа, вам понадобится найти 200 единиц какого-нибудь провианта. Можно разделывать бомжей на пляже, бегать в лесу и собирать грибочки, рвать тыкву в
вдоль речек, но согласитесь, весь вайб заниматься вот этими бомжиными движениями не очень-то хочется. Поэтому я предлагаю взять 33 скрапа и прибежать либо в аутпост, если у тебя на серваке бандитка и город объединены, либо в бандитку, и там купить сразу 200 пикулей для наших рыбок. Я тестил эту ферму практически на всех видах продукции, но огурчики приносят наибольший профит. Как только вы загрузите еду, сразу же начнется таймер до срабатывания ловушки. Там в целом рандом, но в среднем рыбка клюет с периодичностью от 1,5 до 3 минут. И когда вы слышите такой звук, можно забирать рыбку. Иногда, кстати, ловится по 2 штуки сразу. Строить эту ферму можно на абсолютно любой воде, будь то пресная или соленая, но я вам искренне советую ее делать именно на берегу моря. Потому что в отличие от пляжа, речки, которые есть на карте, имеют небольшой уклон. И он может нехило так заруинить, особенно если мы потом будем добавлять дополнительные модули. Ну и старайтесь ее строить как можно ближе к бандитке или к городу, если они у вас объединены. Потому что если у вас нет какой-нибудь тыквенной фермы, то пикули придется покупать много. И давайте я вам покажу уже, как все это выглядит изнутри. Вход выполнен через одиночные двери, чтобы защититься от Going Deep на ранних этапах игры. Но даже если случилось так, что вас убили в открытых дверях, то магазин слутать не получится. Далее у нас также стоят соло-двери, и мы пробираемся в центр дома. Справа, в самой дальней части дома, я решил разместить изучалку, чтобы изучать всякие нужные рецепты, а также выход на улицу. Это на тот случай, если вы потом решите расширять вашу ферму. Если мы повернем налево, то это уже путь напрямую к шкафу. По пути у нас будут печки, куча ящиков, верстак второй, чтобы крафтить всякое. Ну и непосредственно сам шкаф, его обслуживание перед вами. Если вы захотите добавить дополнительные стенки по бокам, то дом вас в этом не ограничивает. Я показываю саму начинку, а укреплять или нет, это уже от вайпа будет зависеть. Но я вам показываю самый дешевый вариант. Дешевле этого способа по установке ловушек вы просто в интернете не найдете, потому что мой способ очень компактный. Но и за этой дверью располагается уже сама наша ферма. Здесь я решил сделать такую лутовую, чтобы было куда починочный столик поставить и ящики для всякого мусора. Но и здесь на воде прямо на фундаментах располагаются наши ловушки. Эта дверь, так скажем, задела на расширение. Это ведь модульная ферма, как я вам говорил. И здесь у нас располагаются сразу 10 ловушек. Они все наполовину засунуты в высокие фундаменты. Именно поэтому у меня и получилось разместить сразу 10 ловушек на такой маленькой площади. Но чтобы у вас получилось так же, нужна правильная высота фундаментов. И сейчас я вам все покажу. Я настоятельно рекомендую скрафтить хотя бы одну ловушку, чтобы после установки фундамента вы сразу могли посмотреть, встает она или нет. Если горит синим, значит все окей и можно строить дом дальше. Начинается эта ферма с одного кубика и одной двойной двери. Там поместится 2 ящика и 2 спальника. Дом строится по принципу снежного кома. Это значит, что как только у вас появляются ресурсы, вы сразу добавляете еще один квадрат, еще одну дверь и заставляете уже его. На втором квадрате я рекомендую уже ставить верстак и печку. Ну и ящики дополнительные. Потом снова копим ресы, опять ставим фундамент, дверь и уже заставляем его. Только в этом моменте обратите внимание, что для того, чтобы поставить дополнительный сундук, нужно перед этим сначала снять двойную дверь. Без снятия двери этот сундук не получится поставить. Как сундук будет установлен, двери можно вернуть. Также на этом квадрате я бы еще 2 спальника кинул. Далее у нас уже идет место с нашей развилкой, поэтому здесь бы я вам рекомендовал быть повнимательнее. То есть обратите внимание, где я двойную дверь ставлю, где я ставлю проем для одиночной двери. В будущем нам все это понадобится, чтобы всем было удобно пользоваться. Согласитесь, лучше выходить из дома в сторону берега, нежели прыгать в море. Самая дальняя часть дома имеет наименьшую защиту, поэтому ставьте там, к примеру, стол изучения. Только ваш металлолом там не храните. И давайте уже сделаем полноценный выход из дома. Здесь у нас везде будут стоять одиночные двери. Также не забудьте сразу поставить проем для магазина. Если на этом этапе игры у вас магазина не будет, то можно просто пока что поставить дверь. А потом через этот магазин можно продавать не только топливо, которое у вас будет получаться, но и всякие безделушки, которые вам не нужны. Они по-любому у вас будут накапливаться в процессе выживания. Далее, когда вы выход полностью закончили делать, я бы рекомендовал делать уже саму нашу ферму. То есть тот участок, где будет ловиться рыбка. Здесь мы ставим везде низкие фундаменты. Если камня нет, то эти фундаменты можно и деревянными оставлять. С другой стороны, мы устанавливаем высокие треугольные фундаменты. И уже потом на эти фундаменты устанавливаем целые стенки. Если переживаете, что эти вам высокие фундаменты выдолбят, то просто потом апните их в металл. Также, если у вас прям совсем ресов не будет, то можно всю эту пристройку
логику сделать из дерева. Даже если вы поставите эту ловушку на деревянный фундамент, а потом вам этот деревянный фундамент сломают, ловушка все равно останется стоять в воздухе, потому что она, так скажем, не имеет стабильности. А здесь просто делайте лутовую для всякого или еду складируйте для рыбок. Самое важное в установке ловушек — это сделать так, чтобы ее нельзя было залутать через стену, но при этом она достаточно должна близко к ней стоять. Когда установили первую ловушку, заходим в нее и устанавливаем напротив вторую. И так делаем со всеми 10 ловушками. Обратите внимание, что, как я и говорил ранее, рыбка ловится от 1,5 до 3 минут. Но для того, чтобы снова запустить этот таймер, вам нужно достать эту самую рыбку из ловушки. Скорее всего, игра думает, что мы хотим поймать рыбку на рыбку, поэтому она перестает ловиться. Эту ферму я вам показал. И, как я и обещал, сейчас я покажу домик именно с АФК-рыбалкой. Там, в принципе, ничего сложного, если делать все так, как это буду делать я на видео. Сначала также идем на пляж, и далее прямо от берега начинаем ставить наши фундаменты. Первый фундамент должен быть на небольшом возвышении от воды. Далее, таким же способом, как это делаю я на видео, мы должны опуститься на 2 этажа вниз. Как только опустились, к последнему квадрату устанавливаем 2 треугольных фундамента. Все остальное можно снести. Заход у нас будет именно через низ, через 2 одиночные двери. Далее, по окантовке этих 3 фундаментов поднимаем стенки высотой в 2 этажа. Это самый наидешевейший вариант, который я мог придумать. Конечно, есть и дешевле варианты, но там и ящик некуда поставить, и спальник некуда кинуть. А мне все-таки хотелось, чтобы хотя бы такие минимальные удобства в доме были. Обратите внимание, что те потолки, которые можно будет выдолбить, их апайте обязательно в металл. И если у вас прям много ресов, то можно и снизу все стенками закрыть. Просто лично у меня обычно на старте много ресов не бывает. Высоты, кстати, дома в 2 этажа абсолютно спокойно хватает, чтобы попадать в дом без использования баллона с воздухом. Поэтому он вам не понадобится. И когда уже стенками закрылись, можно поставить верстак, печку, чтобы металл плавился. Ящиков там накидать можно, спальник, чтобы резаться здесь. Но это все пыль. Самое главное, что мы уже можем начинать ловить нашу рыбку. И ловить ее в этом доме просто кайф, ведь рыбка от вас никуда не уплывет. Не забывай про мой бусти с дополнительным контентом и приватными домами, а также чекай другие мои ролики. Например, здесь я построил ферму на 1000 скрапов в час. Рекомендую.